На похоронах волк вцепился в горло покойника. Но то, что произошло дальше, всех удивило. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Мистер Майкл Хадсон, пожилой мужчина, проживал в Монтане. Он вырос в этом городе и почти никогда не покидал его, кроме периода военной службы. После нескольких лет службы он вышел в отставку и жил один. Майкл обитал на окраине города и любил по вечерам сидеть на своем крыльце, глядя, как солнце садится. Хадсон ценил уединение, был вежлив со соседями, но всегда держал определенную дистанцию. Его единственным другом был маленький мальчик по имени Оливер, живший по соседству. Майкл ласково называл его «малышом» и нередко угощал сладостями. С мальчиком он делился историями о своей военной молодости, ведь он был врачом, спасавшим раненых солдат на поле боя. Так старик вел тихую и размеренную жизнь с простыми привычками. Каждое утро он выходил на прогулку, наслаждался свежим воздухом, потом пил чашку чая и проводил день, погруженный в чтение на крыльце. Иногда он общался с соседями, а иногда просто наблюдал, как медленно течет время. Люди знали его как доброго и спокойного человека, поэтому редко беспокоили. Наша история начинается со слухов, распространившихся по городу. Жители говорили, что в лесах поблизости бродят волки. Майкл тоже слышал эти разговоры и решил держаться подальше от леса. Он не боялся животных, но не хотел рисковать и вступать в конфликт с хищниками или браконьерами. Старик понимал, что у него уже нет сил, чтобы убежать или сопротивляться, поэтому предпочитал оставаться в стороне. Он продолжал сидеть на крыльце, наслаждаясь покоем. Майкл был уверен, что вся жизнь, в том числе и жизнь диких животных, достойна защиты. Когда соседи решили начать охоту на волков ради собственной безопасности, он открыто высказывал свое несогласие. Но его слова проигнорировали, и охота продолжалась. Однажды вечером мистер Хадсон сидел на крыльце и услышал подозрительный шум в сарае. Сначала он не поверил своим ушам, но затем взял фонарик и пошел проверить. Внутри он увидел неожиданное зрелище. Огромный волк сидел среди коробок. Сердце старика ёкнуло от страха, но вскоре он заметил, что зверь не проявлял агрессии. Более того, у него была огнестрельная рана на лапе, из которой сочилась кровь. Майкл понял, животное слишком слабо, чтобы нападать. Он не мог позволить ему умереть мучительной смертью. В этот момент раздался стук в дверь дома. Волк тихо зарычал, и Хадсон попросил его быть спокойным. Он вышел из сарая и увидел на крыльце 3 молодых людей. Они спросили, не видел ли он волка, который недавно пробегал мимо, ведь мистер Хадсон часто сидит снаружи и все замечает. Старик ответил, что был занят дома и ничего не видел. Когда он вернулся в сарай, волк все так же лежал, тяжело дыша и тихо поскуливая. Казалось, зверь понимал, что этот человек хочет помочь. Бывший военный врач осмотрел лапу, достал пулю и обработал рану, аккуратно перевязав бинтом. В следующие дни он тайно приносил в сарай еду и ухаживал за животным. Между ними постепенно возникла особая связь. Ночью Майкл приходил к волку, гладил его густую шерсть, проверял, удобно ли ему. Он старался, чтобы соседи ничего не заметили. Для тихого и замкнутого человека это было несложно. Спустя некоторое время зверь окреп и смог подняться на лапы. Тогда Майкл проводил его к лесу и отпустил. Волк немного колебался, но потом убежал. Однако их встречи не закончились. Почти каждую неделю зверь возвращался ночью к сараю, где человек кормил его. Со временем визиты стали реже, но они все равно продолжались. Жизнь шла своим чередом. Но однажды утром мистер Хадсон почувствовал сильную слабость.
Он попросил Оливера помочь с покупками и написал список продуктов. Мальчик с радостью отправился в магазин. Когда он вернулся, то увидел, что старик лежит без движения. Испуганный ребенок вызвал скорую. Майкла доставили в больницу, но врачи лишь констатировали смерть. Весть о кончине старика потрясла весь город. Несмотря на уединенный образ жизни, он был важным человеком для соседей, и они горько оплакивали его. В день похорон собрались многие люди, чтобы проводить мистера Хадсона в последний путь. Когда над гробом читали прощальные слова, вдруг появился волк. Он стремительно подбежал и замер рядом. Все застыли в ужасе. Через минуту зверь наклонился и укусил Майкла за шею, а потом тут же скрылся в лесу. Люди были ошарашены. Но через мгновение произошло невероятное. Мистер Хадсон зашевелился и открыл глаза. Доктор, присутствовавший на похоронах, объяснил. Укус волка фактически спас мужчине жизнь. Дело было в том, что Майкл страдал сильной аллергией. В то утро он съел тост из хлеба с отрубями, что вызвало анафилактический шок и перекрыло дыхательные пути. Его состояние выглядело как смерть, но на самом деле он был жив. Укус волка помог открыть дыхание и дал шанс на спасение. Маленький Оливер не знал об аллергии друга и случайно купил неподходящий хлеб. Врачи оказали помощь, и мистер Хадсон полностью пришел в себя. Когда ему рассказали о происшедшем на похоронах, он сразу начал расспрашивать о волке. Через несколько недель старик вернулся домой. В одну тихую ночь он заметил знакомую фигуру в кустах. Волк внимательно смотрел на него. Майкл бросился к зверю и обнял его, благодаря за спасенную жизнь. Животное лизнуло лицо старика и исчезло в темноте леса. Больше они никогда не встречались, но мистер Хадсон хранил память о своем необычном друге до конца жизни. Дорогие зрители, а верите ли вы, что животные тоже помнят добро? Напишите об этом в комментариях. А если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.